Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей, чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Эта шокирующая история, которая потрясла весь город, берет свое начало в белорусском городе Речица Гомельской области. В феврале 2014 года, сразу после праздника всех влюбленных, пропала Виктория Пониматко. С афишного щита маленький листок формата А4 смотрелся как сигнал бедствия. Он просто кричал о помощи. «Кто видел? Кто знает? Пропал человек!» Информация об исчезновении 19-летней Виктории Пониматко появилась на реченских улицах и в социальных сетях интернета еще за 2 дня до официального обращения родственников в милицию. В пятницу, 14 февраля, девушка, погостив у родной тетки, должна была сесть на остановке «Аптека», что в Новореченском микрорайоне, и ехать домой на улицу Спортивную. Мать, проживающая в деревне Горшков, в тот вечер дочери дозвониться так и не смогла. Абонент был недоступен. Материнское сердце почувствовало беду. Тело пропавшей Вики нашли только через неделю в лесу в техническом водоеме. Виктория была простой 19-летней влюбленной девушкой. Она была влюблена в человека по имени Алексей Луцок, своего ровесника, который относился к ней как к увлечению, сходящему на нет. Осенью 2013 года девушка стала замечать, что парень охладел к ней. Разрыв был неизбежен, и чтобы его предотвратить, девушка придумала мнимую беременность. Виктория считала, что общий ребенок свяжет ее с любимым накрепко и позволит создать семью. Но ее надеждам не суждено было реализоваться. Такой поворот событий подтолкнул возлюбленного не к мыслям о свадьбе, а к тому, как от всего этого избавиться. Казалось бы, вполне распространенный случай. Не хочет молодой человек жениться по залету, никто его не заставит. Да и юридически можно доказать отцовство. Да, придется платить алименты, но жизнь после этого не заканчивается. Так рассудил бы любой цивилизованный и адекватный человек. Но, увы, дальнейшие действия Алексея Луцока подтвердят тот неоспоримый факт, что молодой человек являлся диким монстром, да еще и со слабым представлением об ответственности за собственные поступки. Ничего лучше, чем избить свою девушку, вызвав тем самым выкидыш, Луцок не придумал. Для осуществления задуманного он привлек своего друга Вячеслава Харламова. В октябре 2013 года Вячеслав подкараулил Викторию у подъезда дома, где она жила, и набросился на нее. Встретив девушку у подъезда ее дома, он сбил ее с ног и начал избивать, целясь в живот, так как он хотел убить ребенка. Харламов успел нанести лишь пару ударов. Девушка активно сопротивлялась, стала кричать. Сработала охранная сигнализация у ближайшего автомобиля, и перепуганный нападавший убежал. Тогда девушка попала в больницу. Если бы Виктория знала, кто нападал и почему, наверняка остановилась бы. Но откуда? Ведь Алексей отношений не разорвал. Они по-прежнему встречались. А милиция, куда с заявлением обратилась пострадавшая, не установила личность нападавшего. Поэтому Виктория играла с огнем дальше и продолжала говорить своему парню о беременности. Шло время. Беременность предсказуемо завершилась родами. На своей страничке в социальной сети ВКонтакте Вика выставила фото родившегося ребенка, которое скачала в интернете. Показывала Алексею липовую справку о том, что родила. Эти сложные отношения давили на Алексея,
мешали ему жить так, как он привык. Позже Вика начала упрекать Алексея, что он совсем не интересуется сыном, даже не видел его, не помогает материально. «Она меня достала», – жаловался своему другу Славе парень. 14 февраля Алексей широким жестом пригласил Вику прокатиться в автомобиле на дискотеку в деревню Переволока. По злой иронии, это был день Святого Валентина. Только до Переволоки автомобиль не доехал, повернул на лесной дороге к Техническому озеру, где Алексей палкой убил девушку, к телу привязал заранее припасенный мешок с камнями и утопил в шламонакопителе. Удары в основном приходились по голове. Причиной смерти девушки стала черепно-мозговая травма. Верный друг помог ему тащить тело к озеру, а затем прятать следы преступления. После убийства парни отправились в бар, чтобы засветиться перед камерами видеонаблюдения для алиби, а потом расслаблялись в компании подруг. 4 дня понадобилось реченским милиционерам, чтобы вычислить предполагаемых убийц, расколоть подельников и обнаружить тело несчастной Виктории. Почти 8 месяцев длилось следствие. В некоторых источниках говорилось, что Вячеслав после убийства сам пришел с повинной. Это и помогло в расследовании дела Виктории, так как родные не знали, кто мог напасть на их дочь. При жизни девушка называла своего возлюбленного «мой Леша» и рассказывала о нем только хорошее. Позже, уже находясь в изоляторе временного содержания, Алексей попал под оперативную разработку следственных органов. Он с жаром хвастался сокамернику, который имел записывающее устройство, про детали убийства. В зале судебного заседания несколько часов звучали записанные в ВВС разговоры, из которых как минимум половина слов нецензурные. Обвиняемый рассказывал, что в реке возле дома не захотел топить тело. «Мне же там жить, купаться. Зачем, чтобы оно было у меня под боком? Я думать потом об этом буду», – делился с собеседником в камере ИВС парень. «Я в нашем коллективе самый умный. Я все продумал, все заранее спланировал. Мешок приготовил, место подыскал», – кичился перед сокамерником Алексей. Бывалый зэк даже не удержался и посоветовал. «Ты хоть на суде такое не скажи, что заранее спланировал». Мнимый высокий интеллект Алексея не помог ему догадаться, что его, как это принято говорить, попросту раскололи. От хвастливых рассказов об убийстве бывшей девушки пришел в удивление даже этот сокамерник с диктофоном. «Я понимаю, что вы ненормальные, но чтоб в 20 лет человека убить, что ты после этого делать будешь? Тебе хоть жалко было?» – недоумевал заключенный. На судебном следствии Алексей отрицал, что преступление было запланированным. Вячеслав же фактически признал свою вину в умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Адвокат Вячеслава предположил в суде, что нет ничего странного, что молодые люди, собираясь на дискотеку, обули резиновые сапоги, как Вячеслав, или взяли их с собой на всякий случай, как Алексей. Ну, не в Монте-Карло или в Ниццу же они ехали на дискотеку, а в деревню Переволока, отметил адвокат. Гособвинение поддерживал старший помощник прокурора Реченского района Николай Ласица. Процесс возглавлял судья Николай Доля. Алексею, бывшему парню убитой, вменяли соучастие в преступлении, покушение на преступление, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и, собственно, убийство. Его товарищу инкриминировали те же статьи, но как пособнику. Журналистов беспокоил вопрос, почему молодых людей не обвинили в убийстве группы лиц? Это же более тяжелая квалификация, за которую могли приговорить к смертной казни. Николай Ласица на это ответил, что согласно действующему законодательству, такое преступление, как убийство группой лиц, классифицируется только в случае активных действий обоих. В ходе предварительного расследования не добыто доказательства, что Вячеслав держал Викторию, отвлекал ее внимание или причинял телесные повреждения, которые повлекли смерть. На первом заседании обвиняемые смеялись, бодро общались друг с другом, громко отвечали на вопросы прокурора. К последнему слушанию их настроение кардинально изменилось. Парни сидели, опустив головы, иногда даже рассаживались в разные концы клетки.
О том, что Вика ждет ребенка, молодой человек узнал от нее задолго до злополучной даты. На слушании он неоднократно повторял, что сомневается в наличии беременности. Однако, по его словам, история преподносилась очень правдоподобно. Девушка показывала справки от врача, рассказывала о его рекомендациях, своем самочувствии, просила свозить ее в Гомель за покупками для будущего малыша. При этом Алексей настаивал на том, чтобы Вика сделала аборт. Говорил ей, что детей от нее не хочет, как и любого рода отношений. Все же молодые люди продолжали видеться. Обвиняемый аргументировал это тем, что Вика угрожала ему порчей, алиментами и тем, что расскажет все его родителям. Во время последнего слова мать убитой спросила обвиняемого: «Гадалки ты боялся, а Бога нет?» Молодой человек не ответил, а только отвернулся, сжимая в руке носовой платок. Такая же реакция была у него на протяжении всех слушаний, когда судья просил вспомнить детально момент убийства. Но на видео допроса, которое было обнародовано во время финального заседания, парень без эмоций рассказывал следователю, как бил девушку. Первый удар наотмашь пришелся в затылочную область. После него Вика упала на четвереньки. Далее последовали 3 удара по голове с 2 рук. Во время последнего девушка уже лежала лицом вниз на асфальте. По показаниям судмедэксперта, которого вызвали в суд в качестве свидетеля, смерть Вики наступила в течение нескольких секунд. Алексей настаивал на том, что все произошло случайно, в результате ссоры. «Вы же говорили, что и раньше ссорились. Вы поднимали на нее руку?» – задал вопрос судья. «Нет». «Тогда почему в этот день вы решили применить силу?» «Она меня сильно разозлила. Накопилось, понимаете?» Также Алексей, как собственно и Вячеслав, говорили, что с ними в тот вечер произошел ряд случайностей. После убийства совершенно случайно свернули к шламонакопителю. При этом от трассы до водоема около 2 километров, и Вячеслав на допросе точно нарисовал карту. Кирпичи в багажнике авто тоже оказались случайно. Алексей якобы собирался делать навес дома. Шнур, которым привязывали мешок к телу, остался с момента покупки машины. Случайно в машине оказались и резиновые сапоги. Такую версию Луцок рассказывал исследователю. Однако этому противоречила запись его разговора с сокамерником. Ведь на ней Алексей в ярких красках и с интересом описывает, как произошло убийство. Говорит, что долго искал место. Хотел вначале ехать в Корму, прятать тело в канаве, но потом все же выбрал водоем с кислотой. Убеждал собеседника, что все продумал до мелочей. Жаловался на друга, так как тот пришел с повинной по поводу избиения Вики. Думал, что он все сольет. «Вы утверждаете, что придумали эту историю для собеседника, а убили Вику случайно», — говорит судья. «Почему тогда в разговоре ни разу не выказали сожаления?» «Вы же слышали, что мой собеседник сказал. Мол, так надо было, значит, свыше. И я и не спорил». Гособвинитель просил суд применить для Луцока максимальное наказание по инкриминируемым статьям – 20 лет, 15 для его подельника Харламова. Я предлагал суду назначить такое наказание, потому что поражает циничность преступлений. Они заранее спланировали их, избавились от тела в отдаленном, труднодоступном месте, надеялись, что его не найдут и они смогут избежать ответственности. А после убийства единственной целью было создать алиби, для чего они выбрали поездку с друзьями в бар. В ходе судебного разбирательства выяснили, что там они встретили знакомую Вячеслава и поехали с ее подругой к ней домой. Подругу Славы вызвали в качестве свидетеля. Она рассказала, что в тот вечер ничего необычного в поведении обвиняемого не заметила. В итоге я пришел к мнению, что именно такое наказание будет соответствовать содеянному и личности обвиняемых. Защитник Луцока просила первую часть обвинения, то есть организацию избиения, квалифицировать как хулиганство. Что касается второй, адвокат утверждала, будто объективных доказательств преднамеренности убийства нет, а также делала упор на то, что Виктория сама спровоцировала такую ситуацию. Защита просила для Алексея наказания, не связанного с лишением свободы. «Доказательств по делу достаточно», – прокомментировал приговор судья Николай Доля.
Заранее были приготовлены сапоги, мешок с кирпичами, провод. Кроме того, есть записи, сделанные в камерах, где содержались обвиняемые, а также признательные показания Харламова, сделанные сразу после задержания. Он рассказывает, где, как и чем убили девушку. Адвокат Алексея была красноречива, всеми силами выполняя свою работу. Никакие сроки не вернут матери дочь. Но никакие сроки и даже 20 лет, получив их, ничего не вернет моему подзащитному ту жизнь, которая могла бы быть ярко прожита. Ни с теми, ни там. О покойной Вике адвокат отзывалась сдержанно, но также не удержалась от нескольких нелестных характеристик. Такими методами, таким способом пыталась она удержать его, что не выдержал молодой человек. Она сочинила историю о беременности, родах, держа этим на коротком поводке моего подзащитного, еще не сформировавшуюся личность. Причина преступления, по мнению адвоката, такова, что и жертва способствовала, и обвиняемый недопонял себя, да и весь мир жесткий и холодный. Мой подзащитный не так плох, как кажется, у него положительные характеристики, отметила адвокат. Но, несмотря на все это, суд все же не удовлетворил требования прокурора. Что касается приговора, была учтена роль Харламова в раскрытии этих преступлений, а также тот факт, что он являлся не исполнителем, а пособником. В связи с этим суд снизил общее наказание. Луцоку же суд вынес практически самое строгое наказание за убийство, с учетом его личности и того, что это первая его судимость. Повлияло ли как-то на вас поведение Луцока во время слушаний? Я имею в виду его слезы. Скорее всего, это показательные слезы, потому что все слышали его разговор в камере, где он рассказывает собеседнику с каким-то даже бахвальством о том, как убил. Разговор построен так, как будто речь идет о животном, а не о человеке. За пару минут до объявления приговора главный фигурант дела показывал журналистам фигу из клетки, хотя во время последнего слова он со слезами обращался к родственникам Вики. Попросил простить его, если такое возможно. Также благодарил своих родителей и друзей за поддержку. «Мама, папа, сестра, все родные, простите. Одновременно спасибо за поддержку. Всем спасибо, кто не отвернулся. В чем-то есть моя вина, но не в убийстве. Хоть мои руки и не в крови, но я прошу прощения у вас». Наконец-то дошла очередь в речи Вячеслава до матери убитой Вики. Алексей вторил своему другу, просил прощения у своих родных, благодарил за помощь и поддержку, обратился и к матери убитой со словами: «Я понимаю, что нельзя в этом простить». Харламов, несмотря на то, что на протяжении всего процесса утверждал, будто не знал заранее об убийстве, в последнем слове просил прощения за то, что не предотвратил смерть Вики. Слово дали потерпевшей по делу матери Вики. «Ничего не могу сказать. Смерть за смерть нужно. Они отсидят и выйдут, а дочь я больше не увижу». Мать даже не подавала иск на возмещение материального и морального вреда. Я отказалась подавать иск. Мне от них ничего не надо. «Это же лучшие годы его жизни!» — сокрушалась на суде адвокат. «Они же дети!» — патетически восклицали на суде родственники Алексея и Вячеслава. Но в итоге, как и полагается убийством, лучшие годы этих детей, которые и не слышали о понятиях порядочности и совести, пройдут за решеткой. Конечно, это не вернет родителям их дочь Викторию, которая так жестоко поплатилась всего лишь за свое желание любить и быть любимой. Дорогие гости и подписчики нашего канала, считаете ли вы справедливым приговор по этому делу? Пожалуйста, делитесь своим мнением в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологичной личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами.